В этом видео я прокачаю все аспекты игры, чтобы на выходе террария получилась не такая, а такая. А как это все скачать и настроить, я объясню чуть позже. Так что вы тут точно для себя много чего найдете. И пока можете авансом поставить лайк, а я начинаю. Начать я решил с текстур, потому что обычная терка мне совсем надоела, а хочется чего-то новенького, яркого, поэтому залез я в эту вашу мастерскую Стима, полистал, поискал и выделил для себя пару десятков ресурс-паков, которые более-менее подходят под тематику террарии. Они это первое место Calamity Texture Pack, который превращает ее в кучу темного, неяркого, ненасыщенного говна. Да ладно, шучу. Не шучу. Первые паки, которые я взял за основу, чтобы все прям жестко обновилось, это Terraforge, который много чего меняет и имеет очень красивую палитру цветов, не говоря уже про поверхность. Какая же она красивая. Также я взял Dungeon Crawlers из-за очень приятных сундуков. И пак, который берет от Calamity пака, только лучшее. Точнее, текстуру песка и льда. Это все, что мне оттуда нравится. Но он тут чисто для того, чтобы точно закрыть все пробелы ресурс паков, которые что-то не закрыли. С текстурами, если что, у нас далеко не все, потому что надо пофиксить еще вот это недоразумение. И поставить парочку важных вещей. Первое, что я накатил, это новый интерфейс, о котором меня постоянно все спрашивают. И сверху сразу же русский шрифт, а то этот пиксельный текст мне прям глаза выворачивает. А так весь текст смотрится куда лучше. Не стоит также забывать и про бесячие эффекты от брони, от которых позволяет избавиться вот такой текстурпак. Очень полезно, кстати, всем советую. И бонусом поставил границу миникарты Валькирии. Тьфу, блин, и бонусом в настройках поставил границу миникарты Валькирия. И поставил еще текстуры, которые меняют обводку здоровья и всего такого тоже на Валькирию, чтобы все выглядело целостно. Теперь давайте пройдемся по прикольчикам и маленьким интересным добавлениям. Стилист теперь стала Ганьюй. И нет, я не играю в Genshin Impact, просто она очень красиво выглядит. Рыбак теперь женщина, и маг тоже теперь женщина. Также я дополнил прошлую основу еще инструментами, чтобы мы точно не увидели ни одной ванильной текстуры. Еще накинул пилоны в виде амугусов, новые измененные фоны, которые мне очень нравятся, респрайт императрицы, лунных башен, а также культиста, про которого я чуть не забыл. Но у вас наверняка возник вопрос, что я собираюсь делать со звуками, музыкой и эмбиентом игры, ведь они тоже очень сильно влияют на восприятие. Сначала накатываем Orchestra Music Pack, и так как он меняет не все треки, под него еще и музыку из Calamity, чтобы наверняка все поменялось. Со звуками я решил проблемы аудио оверхаулом, но в виде текстур пака, а сверху я решил накинуть мой любимый звук смерти из Ноэты. И вы, наверное, думаете, что это все. Но нет, на самом деле нас еще ждут и моды. Первое, что я сделал, это накинул шейдеры. Вы их видели на протяжении всего ролика, но когда я создавал, я их не видел. Также сразу же добавил еще один мод, улучшающий звук, и тройку модов для улучшенной генерации мира. И сейчас я вам коротко поясню за моды, которые я для вашего удобства специально раскинул по группам. По модам для информации я добавил NPC чек-лист, показывает, каких нипов еще нет, босс чек-лист, показывает боссов по порядку и вообще всю инфу про них, рецепт браузер для просмотра крафтов и биомные титры, которые показывают, с какого мода биом. А по техническим модам я добавил оптимизированный курсор, который как минимум у меня убрал плавание мышки, так еще и уменьшил задержку. Новое меню диалога с нипами, в котором показывается всякая информация о них, так еще и себя в нем увидеть можно. Автоперековка у гоблина, которая просто тыкает за вас и не является читом. Мод, который просто ускоряет ваше возрождение и сохранение места, где вы последний раз выходили из мира. Еще добавил улучшенный зум, который отдаляет и приближает с огромной силой, и улучшенный смарт-курсор, которым теперь в разы проще пользоваться. А из основных, которые просто много меняют, Мяк и Оверхаул, которые полностью меняют террарию. Она становится более плавной, более живой, и как же меняются мечи, это просто кайф, вы только посмотрите. Еще, чтобы вы долго не парились с рутиной, я добавил автовыкапывание жил root, автоустановку платформ и Magic Builder, который уже за вас подготовил готовые крафтящиеся дома. Еще я на всякий случай накатил Magic Storage, с которым вам придется чуть-чуть разобраться, но зато им намного приятнее пользоваться, чем обычным складом. А как это все установить и настроить, я объяснил в бесплатном ролике на Бусте, который вы можете посмотреть без подписки. Просто переходите по ссылке в описании и смотрите. Кстати, там же я на все оставил ссылки. Ну а мы переходим к результату.